Казалось бы, чем могут заинтриговать отдаленные села, где жизнь идет своим чередом, размеренно и закономерно? Всего две улицы, перпендикулярно пересекающихся в центре села, обе тупиковые. Тут же находится мемориальный памятник защитникам Родины, погибшим во Второй мировой войне. Вокруг ни души. Вдоль улиц расположено много брошенных домов, обильно заросших растительностью, и даже на въезде в населенный пункт отсутствует знак с его названием. Но кто нынче знает о том, что более 100 лет назад циничное убийство большой семьи нарушило беспечную жизнь всей этой округи, а под заскорузлыми советскими названиями скрываются старинные населенные пункты с тяжелым бременем давно забытых трагических событий. Именно с этого населенного пункта, по моему мнению, стоит начать наши информационные изыскания для главной темы данного видео, поскольку мой интерес возник с прочтения комментария, оставленного, по-видимому, одним из жителей села. Мужчина сообщал о наличии заброшенной, разрушающейся усадьбы помещика Митрофана Комаровского. И поскольку Тамаровка является совсем маленьким селом, мне не составило труда обнаружить крышу большого здания в зарослях деревьев, прямо у въезда в населенный пункт, куда мы, собственно, и отправились для обследования. Основанное выбельским сотником и полковым судьей Василием Ивановичем Тамарой примерно в первой половине XVIII столетия, село вскоре перейдет во владение супругу его внучки Екатерины Григорьевны Василию Ивановичу Комаровскому. Стоит отметить, что вместе с ранее упоминаемой Тамаровкой Комаровский станет имущим довольно большого количества близлежащих сел. Будучи женатым дважды, Василий Иванович имел 7 детей от разных браков. Митрофан Николаевич Комаровский являлся одним из его правнуков, а на месте расположения предполагаемой усадьбы, в зарослях молодых деревьев и высокой растительности, мы действительно нашли большое заброшенное строение, что в прошлом было школой, и согласно планировке помещений вряд ли когда-либо состояло поместьем. Усадьбу Митрофана Комаровского в Тамаровке мы так и не нашли. Большинство домов в селе, похоже, используются под дачу, а совсем малочисленное население вряд ли когда-нибудь пополнится новыми постоянными жителями. На этом можно и закончить видео, если бы не нашлось последующее продолжение истории рода Комаровских. Совсем неподалеку от Тамаровки находится такое же небольшое тупиковое село с типовым советским названием Трудовое. Особенность заключается в том, что асфальтированное дорожное расстояние между этими населенными пунктами очень существенное, в то время как по грунтовке их разделяет километров 10 от силы. В отличие от Тамаровки, Трудовое более многолюдно и обжито. Вероятно, сказывается его расположение в относительной близости к большому селу Гучин. Центральная длинная улица оканчивается полем. Ничего примечательного в селе нет. Однако так было не всегда. Изначально село имело название Белоцерковка, было довольно многолюдным, а также обладало собственными сельскохозяйственными предприятиями. Здесь проживал помещик Хрисанф Николаевич Комаровский с семьей, кто являлся братом ранее упоминаемого Митрофана Николаевича. Ранней весной 1918 года в усадьбе Хрисанфа Николаевича проходило торжество в честь дня рождения главы семьи.
Чета Комаровских радушно принимала гостей, 2 дочерей с мужьями и маленькую внучку. Старшая дочь Клавдия была замужем за потомком рода Кейкуатовых, Михаилом Михайловичем. Видео про родовое поместье Кейкуатовых из села Бегач выходило ранее на канале, ссылку прикреплю в описании. Младшая дочь Евгения была супругой Александра Александровича Шрамченко и пребывала на празднестве со своей 3-летней дочкой Оксаной. Ее муж задерживался на службе и должен был появиться в скором времени. Ближе к вечеру, в самый разгар празднества, раздался стук во входную дверь. Поскольку хозяева ожидали новых гостей, никто из присутствующих не заподозрил неладного. В тот же момент в комнату, где проходило торжество, ворвались вооруженные бандиты. Они зверски расправились с четой Комаровских и их детьми, после чего принялись за грабеж. Из усадьбы выносилось все, что в глазах разбойников имело хоть какую-то ценность. В одной из комнат ими была обнаружена няня, пытающаяся спрятать ребенка, дочь Евгении Шрамченко. Она умоляла пощадить дитя, и бандиты, занятые добычей, оставили их в живых. Вместе с семьей Комаровского были убиты 2 жителей близлежащего села, попросившихся у помещика заночевать в сарае, и еще несколько людей, находившихся в тот момент на территории поместья. После такого вероломного преступления расследование началось незамедлительно. Зачинщиками оказались целая банда, состоящая из главаря по прозвищу Клещ, бывшего уголовника, получившего амнистию вслед за началом революции, а также его подельников, численностью более 15 человек. Подозрение также пало на кухарку Комаровских, якобы состоявшей в сговоре с бандитами. Награбленное было спрятано где ни попадя, в близлежащих строениях и укромных местах. Цимус в том, что гораздо позднее этот инцидент советская власть обернет как борьбу местных обездоленных крестьян с кровопийцами народными. А в усадьбе, залитой кровью убиенных владельцев, устроят сельский клуб, который в конце 1980-х годов будет сожжен ударом молнии. Главарь банды сбежит в Москву, где будет находиться на службе советской власти и добьется в этом весомых успехов на карьерном поприще. Часть его приспешников окажутся революционной молодежью, членами местных ревкомов. Один из них 40 годами позднее сотворит революционный очерк всех событий. До села поверталися фронтовики. Дехто з гвинтівками, може, згодяться. Вечорами точилися розмови, чути, бідноті землю дадуть. Більшовики кажуть, що самин треба брати. У Довжику був створений ревком. Знайшлася зброя. Повернувся з Чернігова Данило Варвинець. Працював робітником у булочній Тетьоркіна. Розповідав про Леніна, про більшовиків. На одному з засідань обговорювало питання про розподіл панської землі між біднотою та коней Довжицької стайні поміж селянами. В Довжику була волость. Навколишні села діяли спільно під керівництвом ревкому. У нас найбільшим поміщиком був Комаровський. Біднота намагалась відняти у нього землю. Не витримали і фронтовики, напали на панський будинок, знищили поміщицьке кубло. До Довжика вступили карателі, загін гетьманців та німців з гарматою і кулеметом. Тут же на вулиці почалися розстріли, та ревкомівський гонець встиг попередити сусіднє село Унучки. Повідомили також Табаївку, Роїще. Члени Довжицького ревкому встигли відійти в ліс.
Некоторые из участников банды будут расстреляны по результатам доказанной вины, а может показательно, что более походит на правду. Вину вероятной соучастницы убийства не будет доказано, и она продолжит жить в Белоцерковке, создав здесь собственную семью. Очевидцы тех событий поговаривали, что аккурат на следующий день после свершения расправы над помещиками она щеголяла по селу в одежде убитой хозяйки. Общественные и военные деятели, выступавшие против политики новой власти, либо попавшие под репрессии по доносу.